Привет, друзья! Сегодня у нас игровая покраска кровавых ангелов. Модели грунтуются в черный, затем белой краской на них наносится пришейдинг. Цель здесь выделить обращенные вверх части деталей, оставляя при этом черный в углублениях. Вы можете спросить, зачем вообще нужен пришейдинг, почему бы просто не забрызгать красный поверх черного. Дело в том, что акриловые краски, как правило, прозрачные, и подложка просвечивает даже через достаточно толстый слой, как видно на этом примере с подставкой. Так что, чтобы цвет был ярче, лучше класть краску на светлую подложку. Можно, конечно, загрунтовать модель в белый, но затенять углубления и труднодоступные места по уже покрашенной миниатюре куда сложнее, чем сделать пришейдинг. Покрываем модель темно-красным. Чтобы сделать градиент более выразительным, делаем второй слой пришейдинга, но делаем пятна меньше. Задуваем ярко-красным, не залезая в тени. Разведенным черным аккуратно восстанавливаем тени. Если где-то вышел слишком резкий переход или недостаточно плотно лег цвет, можно вернуться к темно-красному и подкорректировать. Черным красим пояс и гофру на доспехе, а также те части, где будет сталь. Красновато-коричневым делаем подложку под желтый металлик. Желтовато-коричневым красим кобуру и подсумки.
Светло-серым рисуем полоски на пиломече. Разведенным прозрачным синим тонируем болт пистолета. Бирюзовым высветляем пистолеты, гофру на доспехе и пояс. Песочным нашкряпываем хаотичные штришки на кобуре и подсумках. Проливаем кобуру в 2 слоя агроксом. Важно дать высохнуть предыдущему слою, прежде чем наносить следующий. Желтым закрашиваем полоски на мече. Ярко-красным подводим грани. Прозрачным красновато-коричневым затемняем полоски на мечах. Чтобы сделать иллюзию плавного перехода, в первый проход оставляем верхнюю полоску желтой и тонируем 2 нижние. Даем высохнуть и во второй проход тонируем только самую нижнюю. Светлым телесным расставляем яркие блики. Перед нанесением металликов модель покрывается матовым лаком. Темным металликом прокрашиваем стальные части, затем высветляем их хромом.
Золотистым красим декоративные и бронзовые технические детали. Золотые части затемняем контрастом Dark Oz Flash, бронзовые разведенным бирюзовым. Золото высветляем светлым золотым. Проливаем расшивку на броне черной масляной проливкой. Подставки будут под условные городские руины. Сначала на подставке на суперклей клеются крупные элементы. Затем в небольшой контейнер насыпается крупный мелкий песок и небольшие камушки. Все это перемешивается. На подставку наносится ПВА и разравнивается зубочисткой, после чего тыкаем подставкой в песочную смесь. Если на подставке есть какие-то высокие элементы, можно просто насыпать песок сверху. После того, как ПВА высох, убираем плохо приклеившиеся песчинки и камушки зубной щеткой. Грунтуем подставки в черный. Серым драйбрашем пробку и камни. Светло-серым выделяем грани.
желтовато-коричневым драйбрашем песок. Чтобы изобразить ржавые металлические балки и решетки, сначала красим их в красно-коричневый. Сверху, распушенной кистью, натыкиваем оранжевый. И также добавляем темный металлик. Песочным драйбрашем песок. Жидко разводим рыжий пигмент и наносим его, чтобы добавить цветового разнообразия. Готовые модели выглядят так. Список красок в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!